Здравствуйте, друзья! Культуры Древнего Рима не было? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Почему русских не пускали в Этрусский зал? Действительно, русских и болгар в Этрусские залы Ватикана старались не пускать 100 лет назад и более, особенно группами. Любитель словесности, даже гимназист-старшеклассник, у кого свежи в памяти уроки старославянского, латыни и прочих премудростей, глядя на надписи, впадал в азарт. Громко начинал читать этрусские буквы справа налево, слева направо, один знак как слог, как полагается при дешифровке. Везде, где увидит надпись, на тарелке, шлеме, зеркале. Для наших людей разгадывать тайные шарады в радость. Это, как понимаете, самое страшное для этрусковедов. Вдруг разгадают. Собираются дотошной толпой и громко спорят. Нехорошо это. А ведь все просто. Русские и болгары 100 лет назад понимали и могли прочитать тексты, потому что, зная даже простую азбуку, не говоря уже о старославянской, греческой и мертвой латинской, они понимали, что одна буква может значить как слово, так и слог. Да и букв в азбуке в то время было больше, поэтому и интуитивная расшифровка давалась намного легче, чем нашим современникам. Реформа русского языка сыграла с нами злую шутку. Мышление стало плоским и линейным, нет многообразия нюансов, сложности и объема понимания. Именно поэтому в Ватикане сейчас все спокойно, ходи где хочешь. Цена невежества. Этрусское не читается, команда, данная властями Рима после окончательного вытеснения этрусков с их законных земель. Журнал «Стади Этрусский», выпускаемый во Флоренции с 1927 года, регулярно публикует работы выдающихся исследователей в кавычках из разных университетов мира. Они годами трудятся в поте лица, не щадя живота своего, над загадками ушедшего народа. При этом главная трудность – происхождение этрусков и их язык. Однако то, что в начале 19 века несколькими выдающимися учеными С. Чьямпи, А. Чертковым и Ф. Воланским было доказано славянское происхождение языка и культуры этрусков, им как бы неизвестно, как и работы современных ученых Орешкина, Гриневича. Чьямпи, Чертков и Воланский настолько блестяще расшифровали этрусские тексты, что сомневаться в правильности их метода прочтения просто невозможно. Можно делать вид, что ничего не было. Такой стратегии с особым рвением придерживаются верные слуги Ватикана. Злобу новой римской знати можно понять, кому хочется признавать себя лузером. Признавать, что твоя культура полностью заимствована у образованных, культурных, талантливых строителей, ученых, философов, земледельцев, мореходов. Что законы, структура общественного строя, знания о человеке и вселенной открыты и подарены тебе совершенно чуждой, доброй и прекрасной цивилизацией. Что делать в таком случае? То, что всегда делают негодяи – замалчивать, искажать, переписывать историю, запрещать разговаривать и писать на родном языке, прятать истину по углам и подвалам того же Ватикана, присылать своих шпионов, подкупать и убивать государственных деятелей. Да, в конце концов, устроить охоту на ведьм, уничтожить всех знающих и лучших. Вариантов тьма тьмущая. Ради справедливости хочу отметить, что многие выдающиеся деятели Италии, историки прямо говорили о славянской природе этрусков. Например, итальянец Иован де Рубертис в статье «Славянские поселения в Неаполитанском королевстве» сообщает, что в 1468 году нашей эры славянами были основаны следующие города в Италии: Монтемиро, Сан-Феличе, Тавенна, Серителло. Этруски ввели в Италии законы, были первыми философами, геометрами, жрецами, строителями городов, храмов, изобретателями военных машин, врачами, художниками, скульпторами, агрономами. Ф. Демпстер, итальянский историк, 1619 год. В словаре Стефана Византийского 527-565 года указано, что этруски – это славянское племя. Этруски называли себя рассенами, расой. Соответственно, и письмо имеет название рассенское образно-зеркальное письмо – молвицы.
Талантливый дешифровщик древних языков П. Орешкин в книге «Вавилонский феномен» также отмечает своеобразную особенность рассенского письма – зеркальность. Орешкин называет эти хитроумные приемы каверс-системой древних рассенов. Этрусские строили города из дерева и камня, оснащали их водопроводной системой и системой коммуникаций, виртуозно знали рудное дело и металлообработку, все виды ремесел, любили париться в банях, носили густые длинные бороды, совершали ритуалы сожжения мертвых и почитали их память, как и все русичи. Создавали великие произведения искусства и украшали ими общественные места. Музеи Италии и частные коллекции ломятся от изумительных предметов искусства этрусков. Более 2000 лет назад этруски владели практически всеми Апеннинами, были хозяевами западных морей, следовательно, понимали в торговле и мореходстве, кораблестроении. Талантливый и мастеровой народ трудился, созидал, создавая фундамент для хваленой придуманной культуры Древнего Рима, которой не было. Те, кто совершили чудовищную несправедливость, методично стирая из исторических скрижалей информацию о великих тружениках, этрусках-рассенах, рано или поздно получат свое. Но это не важно. Важно нам все вспомнить и больше никогда не забывать. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.